Глава 245. Светлый праздник фонарей, одна прекрасная ночь. Стояла ранняя весна, но зима ушла еще недалеко, и ветер по-прежнему приносил бодрящий холод. Селянь, взвалив на спину большой мешок, медленно брел по дороге, и щеки его чуть раскраснелись от ветра. В мешке лежала гора всякой всячины, которую принц сегодня насобирал, пока не зная, пригодится она ему или нет. Да это и не важно, ведь теперь ему придется именно этим зарабатывать на пропитание. Некоторое время спустя он проходил мимо лавки у обочины дороги. Лавка носила название «Закусочная Хэтси», и похоже, что вся семья хозяина из 3 человек как раз сидела за маленьким столом, стоящим в самой глубине. Прелестная грациозная девушка все хлопотала с блюдами на столе, хозяин поторапливал, чтобы прекращала, и садилась есть, а она звонким, как у иволги, голосом отвечала «сейчас, сейчас». За другими столами сидели несколько посетителей по 2-3, но было очевидно, что они здесь только из-за молодой прелестницы пришли просто посидеть и поговорить, а вскоре соберутся по домам. Все-таки сегодня праздник фонарей. Перед лавкой установили небольшой котелок, в котором плавали беленькие, кругленькие, маленькие и горячие шарики, увидев которые, Селянь замедлил шаг. Он подумал о юаньсе. В детстве на каждый праздник фонарей государь и государыня Синьлэ вместе с принцем непременно садились за стол поесть юанься. Селянь тогда был привередлив в еде, не любил юанься, а отказывался даже от превосходнейших рисовых шариков, приготовленных известными мастерами и поданных в золотой чашке на нефритовом блюдце. Принц жаловался, что ему слишком сладко, что от рисовой муки щекотно зубам, что такую начинку он не ест, другую тоже не желает, пробовал 2 ложки и бросал. Став чуть постарше, принц по своей воле сбежал на гору Тайцан для самосовершенствования, и на праздник фонарей мог вернуться во дворец, а мог и не вернуться, так что почти не появлялся за семейным столом. Думая об этом сейчас, Селянь, к своему удивлению, не смог вспомнить, каковы же на вкус эти самые юанься. Он осторожно огляделся вокруг лавки, затем осторожно снял свой неприглядный груз со спины и в конце концов осторожно шагнул в лавку. Сняв шляпу и держа ее в руках, Селянь произнес: «Хозяин, подайте мне, пожалуйста, чашку юанься». «У вас ведь есть юанься, хозяин?» Мужчина уже в возрасте глянул на принца, но еще ничего не успел ответить, как первой заговорила стройная улыбчивая девушка: «Да, прошу, проходите и садитесь». И тут же занялась приготовлением. Селянь сел, но тут же заметил, как хозяин лавки покачал головой, и такая реакция показалась принцу странной. Он подумал, что, возможно, где-то запачкал одежду, что не понравилось хозяину. Принц даже специально осмотрел свои рукава, а убедившись, что одеяния чистые, немного успокоился и спросил: «Что-то не так?» Принц подумал было, что если хозяину не по нраву, что он зашел со своим мешком, то он просто оставит его снаружи, и все. Но мужчина, бросив на него еще один взгляд, покачал головой со словами: «Прискорбно, как же это прискорбно!» «О чем вы?» — не понял Селянь. Прискорбно в великий праздник фонарей поедать юанься одному в забегаловке у дороги средь холодного ветра и мороза. Селянь, озадаченно помолчав, произнес: «Ну зачем же вы так? Разве не хотите заработать?» Но хозяин больше не сказал ему ни слова, а пошел за чашкой. Посидев немного, Селянь почувствовал, что все взгляды вокруг направлены на него. А точнее, на его набитый доверху мешок. Дочка хозяина даже подкралась и присела рядом, чтобы потыкать мешок пальцем, словно ей было ужасно любопытно, что же находится внутри. Матери пришлось позвать девочку несколько раз, прежде чем та вернулась к ним за стол. Селянь тогда еще не натренировал свою легендарную толстокожесть и не удержался от того, чтобы запинать мешок подальше под стол, где его никто не увидит. Жаль только, что столы и стулья, как и вся лавка, были слишком маленькими, чтобы под ними что-то спрятать. Селяню оставалось только непрерывно покашливать и изо всех сил стараться не замечать направленные на него взгляды. «Привыкну. Ничего ужасного в этом нет». Неожиданно принц вспомнил кое о чем и второпях засунул руку за пазуху, пошарил немного и переменился в лице.
В его мыслях пронеслось: теперь мое положение еще прискорбнее. Я не только в великий праздник фонарей поедаю юанься один в забегаловке у дороги средь холодного ветра и мороза, мне еще и денег на них не хватает. Принц собрался было поскорее ускользнуть, да только как назло, именно в тот момент хозяин принес ему большую фарфоровую чашку и поставил на стол. 5 монет. Селянь почувствовал, что у него сбивается дыхание. Он принялся покашливать, прикрыв рот кулаком. Раздался голос хозяина, что нету, селянь был готов, позабыв о стыде, просто подняться с места и выкатиться прочь, но вдруг большая чашка со стуком опустилась на стол перед ним. Принц застыл, а хозяин сказал: «Ладно, жалко тебя, пусть будет подарком, так уже и быть. После ужина мне надо закрывать лавку, так что поторапливайся. Сегодня праздник фонарей, надобно всей семьей собраться, иначе никак». Селянь, помолчав, сел обратно. В душе он посетовал, что вообще-то после того, как он доест эту чашку юанься, ему некуда будет пойти, но вслух тихо произнес: «Спасибо». Хозяин, поставив чашку, отошел. Затем перенес котел перед лавкой с оставшимися юанься на маленький столик. Маленькая девочка, держа во рту ложку, наклонила голову и спросила, когда вернется старший брат. «Я хочу подождать его, потом есть». Хозяин посетовал: он опаздывает. Разве можно в праздник фонарей так поздно возвращаться домой? Это никуда не годится, его жена вмешалась, ему ведь тоже нелегко приходится. Скоро он вернется, а ты не брони его. Мяэр, Мяэр, бросай уже все хлопоты. Мы и так все время просим тебя о помощи, нам уже так неловко, давайте вместе поужинаем. Юная девушка ответила: уже все. Затем убрала еще с одного стола и подошла, чтобы сесть вместе с ними. Похоже, они вчетвером дожидались еще одного члена своей семьи, болтая и смеясь. Глядя на них, селянь взял свою чашку, выловил ложкой 1 юанься и отправил в рот, затем выпил глоток сладкого бульона. Но так и не смог понять, каков этот праздник на вкус. ГГ, селянь наконец вернулся из воспоминаний, обнаружив рядом Хуачена, который внимательно смотрел на принца. Облик демона, оттененный красным одеянием, выглядел еще более ярким и прекрасным, а свет огней добавлял нежности бледному до безжизненной белизны лицу. Селянь, посмотрев на него, немного растерялся и спросил, что «ГГ, ты устал? Или тебе тяжело ходить?» Селянь невпопад покивал, тогда Хуачен добавил: «Прости. Вчера ночью я был не сдержан». Только спустя какое-то время до селяня дошел смысл сказанного Хуаченом, и принц замахал руками: «Что ты такое говоришь? Дело совершенно не в этом». «Сущие пустяки», — Хуачен приподнял бровь, «правда. Если даже такое для тебя сущие пустяки, хочешь сказать, я вовсе не был не сдержан прошлой ночью. И значит, я могу». Селянь внезапно вспомнил, что они находятся прямо посреди главной улицы призрачного города. Запоздало оглядевшись, принц и правда обнаружил, что в какой-то момент вокруг собралась целая толпа из всевозможных тварей разнообразных форм и размеров. Те из них, что с длинными ушами, навострили уши, с короткими вытянули шеи, почти каждый вытаращил глаза размером с бронзовые колокольчики и уставился на двоих, как в последний раз. В этот миг зеваки выглядели потрясенными до такой степени, что просто не знали, что сказать. В конце концов принц воскликнул: «Сань Лаан!» Хуачен с легкой улыбкой завел руки за спину и повинился: «Ладно, ладно. Виноват. Умолкаю». Селянь же давно отвел взгляд от лавки на обочине, где демоны продавали юанься. По обеим сторонам главной улицы призрачного города были развешаны ярко-красные фонарики, исписанные загадками. Демоны зазывали: «Разгадываем загадки! Разгадываем загадки! Кто отгадает, получит подарок!» Множество подарков. Хуачен предложил селяню: «ГГ, попробуем?» За это дают награду. «Попробуем». Селянь подошел к фонарикам. Демоны принялись взволнованно толкать друг друга. ТСС. ТСС. Старший дядюшка будет разгадывать загадку. Старший дядюшка будет разгадывать загадку.
Вокруг поднялся такой шум, будто бы принц намеревался исполнять танец призыва божества. Селянь, чувствуя себя ужасно неловко, как раз собирался выбрать первый попавшийся фонарик, но тут неизвестно откуда появилось чье-то щупальце, которое услужливо протянуло принцу разукрашенный фонарик. прошу вас, для селяня все загадки были одинаково просты. Поэтому он взял фонарик и прочел загадку, которая гласила «Искать до седой головы». Селянь, не задумываясь, дал ответ «Я». Хуачен похлопал в ладоши и похвалил «ГГ, потрясающе». Толпа подхватила громоподобными аплодисментами и демоническими завываниями. Нечто черное неясного происхождения принялось кувыркаться в воздухе, издавая восторженные возгласы, неизбежно прибавляя обстановке гротеска. Селянь, уже потеющий от неловкости, произнес: «Вообще-то это, правда, очень легко». Тогда щупальце протянуло ему второй фонарик. «Прошу вас». «Прошу вас», принц взял фонарик и на этот раз прочел на нем загадку «Один день праздника весны». Как и в первый раз, селяню не понадобилось даже думать над ответом «супруг». Хуачен вновь вознамерился захлопать в ладоши, но селянь остановил: «Не стоит, это тоже очень простая загадка». «Правда». Хуачен сощурился в улыбке. «Но я совершенно искренне считаю, что ГГ потрясающе справляется». Селянь подумал: «Ну что ты. Вот если бы загадку на фонарике написал лично ты, и я по-прежнему смог бы ее разгадать, это было бы и впрямь потрясающе». Тем временем щупальце протянуло принцу третий фонарик и пропело: «Прошу вас». «Прошу вас», но стоило селяню взять фонарик и прочесть загадку, его брови чуть нахмурились. Кругом тоже послышалось «го». На этот раз загадка трудная, принц согласно кивнул. И впрямь, на сей раз с первого взгляда разгадать не вышло, стыдливо опускаю голову, выражая искренность. Впрочем, не так уж сложна эта загадка. Вскоре селянь произнес: «Стыдливо» здесь указывает на мимозу стыдливую, от которой мы берем верхнюю часть. Опускаю голову, забираем голову, от иероглифа «опускать». Выражая искренность сердца, здесь нам понадобится сердце, иероглифа «склоняться», из фразы «искренность». Соединив три части, мы получим цветок. Разгадка «цветок». Договорив, принц закрыл уши руками, ведь, как и ожидалось, стоило ему объявить разгадку, вокруг снова начались бешеные демонические пляски, грянула безграничная похвала, преувеличенная до предела, отчего селяню сделалось не по себе. Хуачен, посмеиваясь, посмотрел на него. ГГ, в этот раз было на самом деле потрясающе. Щупальце тем временем тихонько протянуло следующий фонарик, и селянь, тоже посмеиваясь, ответил: «Сейчас я потрясу тебя еще сильнее». В этот раз я отгадаю загадку, даже не читая ее, веришь? Хуачен округлил глаза. О, правда. Оказывается, ГГ владеет еще и таким мастерством. Принц взял фонарик и сказал: «Конечно». Предполагаю, что теперь разгадкой будет слово «город». Тот, что в твоем имени, я прав. Подняв фонарик и взглянув на загадку, принц действительно прочел следующее: перевернется копье войны, и в южных краях установится мир. Селянь объяснил: перевернется копье войны, то есть повернется против своих, переворачиваем первый иероглиф, получается земля, а копье оставляем. В южных краях установится мир, берем южную часть иероглифа край, устанавливаем между землей и копьем, получается город. Это должна была быть самая сложная загадка, но, к сожалению, принц раньше разгадал закономерность. Что же получится, если соединить 4 отгадки вместе? Демоны, замысел которых оказался разгадан, не решились даже выкрикивать одобрение, напротив, все хором закашлялись, глядя куда-то в небо. Хуачен обвел толпу неторопливым взглядом, и все кругом, испуганные до смерти, то попрятались внутри фонариков, то юркнули под землю, то заголосили, хватаясь за головы: «Градоначальник, не гневайтесь. Это не моя идея. И не моя чушь. Ты то как раз и соглашался громче всех». Хуачен спокойно бросил: «Прочь». В один миг всех человеческих и нечеловеческих существ с улицы словно ураганом сдуло, не осталось почти никого.
Селянь повесил фонарик на место и, улыбаясь, сказал: «Давай вернемся». Ступая плечом к плечу, они вместе направились к храму тысячи фонарей. По пути Хуачен со всей серьезностью произнес: «ГГ, не смотри на меня так. Это не я приказал им, правда». Селянь, посмеявшись, ответил: «Знаю. Будь это ты, не стал бы загадывать именно такую фразу». «О, и какую фразу, по мнению ГГ, я бы загадал?» Селянь, ничего не подозревая, сказал вслух: «Разумеется, мой супруг Саньлан». Только тут принц осознал значение фразы «язык мой, враг мой» и поспешно замолчал. Однако было уже поздно. Хуачен рассмеялся: «ГГ, ты попался». «Прекрасно, хитрец, каков хитрец!» Как раз к тому моменту они подошли к храму тысячи фонарей. Войдя в главный зал, Селянь не без удивления обнаружил, что на нефритовом столе для подношений что-то есть. Принц застыл, затем подошел ближе и понял, что это 2 чашки юанься. Принц обернулся, Хуачен тоже приблизился к столу со словами: «ГГ, ты ведь на них смотрел только что, на улице?» Селянь кивнул. «Давай сядем и поедим вместе, ГГ», — предложил Хуачен. Но Селянь вместо этого вдруг бросился к Хуачену в объятия, зарылся лицом в грудь и крепко-крепко прижался. Хуачен обнял принца в ответ. Спустя неизвестно сколько лет Селянь наконец вспомнил, каков на вкус праздник юанься.